Всем привет! Давайте мы с вами нанесем еще один из способов, как можно нанести шелк. Сколько уже у нас на канале видео много, но давайте еще один вариант рассмотрим. Стена под шелк, под декоративную штукатурку должна быть хорошо подготовленная, ровная, шпаклеванная, как под покраску, загрунтованная. И после того, как грунтовка высохла, мы уже ее с вами окрашиваем. Краска у нас это фон. Фоновая краска влагостойкая. Окрашиваем в данном случае в 2 слоя. Валик с мелким ворсом. В данном случае у нас CTM Decor микрофибра. Валик вы берете размером соответственно стене. То есть если площади большие, значит и валик у вас большего размера. Нам на образец лист гипсокартона у нас здесь сколько? 3 квадрата, что ли? Нам достаточно будет мини-валика 10 сантиметров. Раскатываем краску хорошо. Не оставляем наплывов и стекающих всяких капель. Сколько выходных? 10? Вот чем еще заниматься, как не ремонтом? В новогодние праздники. Мы уже работаем. Мы работаем с сегодняшнего дня, с 3 января. Мы официально открыты, принимаем заявки, встречаем клиентов. Отдел открыт, строительный центр «Гвоздь», Удмуртская, 304. Также мы принимаем заявки в онлайн-режиме. То есть вы пишете нам по ссылкам в описании и заказываете материалы. Мы комплектуем, выходные для нас закончены. Ровно 2 выходных в году у нас, 1 и 2 января. Больше выходных нет. И они очень быстро закончились. У нас высыхает 2 слой, и по традиции мы ответим на пару вопросов. «Хочу в ролик», есть такая рубрика. Если вы хотите, чтобы вам ответили вот так вот, вживую, то пишите «Хочу в ролике», пишите свой вопрос. Был такой вопрос до Нового года еще. Татьяна Марушкина пишет: «Здравствуйте, очень понравилась ваша работа и идея. Посоветуйте, пожалуйста, частный дом. Хочу сделать ремонт кухни. Стены покрыты глиной, поверх поклеены обои. Нужен ремонт. Очень много труб, клеить заново сложно. Посоветуйте, уберу обои и чем дальше лучше сделать стены». Мне вот как-то даже не очень удобно. У нас в регионе совсем я не встречала стен, оштукатуренных глиной. Ну, есть действительно разные, Россия же большая, да, есть разные температурные режимы, где-то холодно, где-то жарко. У нас как-то совсем нет стен с глиной. Я только могу вам цитировать цитаты из Гугла, грубо говоря. Ну, то есть глина, состав очень привередливый. Вы снимаете обои, можно намочить водой, как вот мы со штукатуренных стен, с цементных, песчаных снимаем обои. Намочили обои, сняли. Проверяем пустоты, трещины. Заделываем это, все трещины, все дефекты заделываем также глиняным раствором. Можно его купить готовый. В магазинах он продается. Я думаю, в вашем регионе, если распространены оштукатуренные глиняные стены, то есть у вас и глиняные растворы. Либо можно замесить самостоятельно глиняный раствор, заделать все трещины. На глину нельзя наносить тяжелые штукатурки. Глина выдержит те материалы, которые по весу легче. Я, значит, предполагаю, раз я с этим сама фактически не сталкивалась, то я предполагаю, фактурные штукатурки объемные вам не подойдут. Вам нужно подготовить стену, для этого подойдет гипсовая смесь, например, фюген. Заделываете трещины глиняным раствором, все дефекты глиняным, грунтуете обильно, так как глина впитывает много, грунтовки уйдет гораздо больше, чем на штукатуренные стены. Грунтуете, шпаклюете гипсовой смесью, например, фюген. Тонкий слой, да, жирные слои не нужно. Уже по фюгену снова мы грунтуем и шпаклюем акриловая, латексная или полимерная шпаклевка, тонкий слой. И подойдет вам, допустим, этот вариант, который мы сейчас будем наносить. Вам нужно трубы, да, у вас трубы. Вам нужно такой материал, который несложно будет вокруг труб нанесения. То есть кельмой сплошные вот такие вот
ну, наверное, не подойдут. А вот этот образец вам вполне подойдет. Я думаю, что вам, наверное, он понравится, цвет вы выберете свой. Ну, вот, к сожалению, так. Я не могу грамотно ответить на этот вопрос, потому что не сталкивалась сама. Это первый вопрос. Второй вопрос. Совсем недавно, 2 часа назад, Наталья Червякова спрашивает. Здравствуйте, хочу в ролик и подскажите, можно ли декорировать таким способом на балконе? Таким способом это тюль мы снимали. Вот образец наносили мы с помощью тюля, покрывали лазурью, наносили штукатурку декоративную лофт. И вопрос, можно ли нанести на балконе. Да, можно это нанести на балконе, вполне можно нанести на балконе. Единственное, что если у вас балкон неотапливаемый, и если у вас холодные зимы, то штукатурки декоративные и также все подложечные материалы и лазури должны подходить для наружных работ, то есть выдерживать холодные температуры. Должны подходить. Что касается выгорания, ну вот по-честному, ну, наверное, все выгорает. Что-то больше, что-то меньше. Но выгорает все. Вот какие бы вы ни взяли материалы, все-таки там больше зависит не от штукатурки декоративной, а от пигмента, который добавляется для цвета. И выгорают они все, в том числе фасадные. Просто пигменты есть для внутренних работ, которые на солнце выгорают гораздо быстрее. И есть пигменты для наружных работ, которые тоже выгорают, но гораздо-гораздо медленнее. Если вы приобретаете штукатурки где-то у себя в городе в магазине, скажите, что у вас фасадная работа, если у вас холодный балкон, и что вам нужны, соответственно, колировка по фасадным веерам. Есть такие веера с фасадными пигментами. Но, по крайней мере, у нас есть такие веера. Я не знаю, как у кого. У нас есть они. У нас прям есть веер для фасадных работ. Вот такой вот ответ. Можно наносить? Да, можно. Будет ли выгорать? Ну, будет выгорать все равно. Просто что-то меньше, что-то больше выгорает. Ну и продолжим нанесение. Наносить мы будем шелк, как и обещали. Еще один из вариантов нанесения. Будем пробовать Tiziana Deluxe Citeria. Эффект шелка, жемчужно-белый цвет. Такая вот баночка, такой вот шелк. Наносить мы будем его с помощью... Такая круглая есть кельма. Вот такая круглая кельма. Она удобная очень. У нее сточенные края. Такая вот кельмочка кругленькая. Это у нас кельма CTM Decor. Мы приобрели много сразу инструмента вот этой марки. Нас он устраивает по цене и качеству. И вы у нас можете его тоже приобрести. Вот такая кельмочка. Что мы будем делать? Мы не будем наносить сплошные слои. То есть что-то кельмой целиком наносить мы не будем. Мы возьмем вот так вот шайбу, вот эту, назовем ее шайба. Макнули в шелк, взяли шелк на шайбу, вот на эту кругленькую, и наносим вот такими вот восьмерками. Как вам снежок напоминает? Снова накладываем и наносим. Можно где-то жирнее делать. То есть мы наносим не сплошным слоем, а вот такими вот размашистыми движениями, где-то больше, где-то меньше. Накладываем и размазываем. Для труднодоступных мест это также удобно. Например, здесь бы у вас шла труба, раз туда под трубу, сколько нужно. И с обратной стороны точно так же трубу обходим. Возможно, что это было бы симпатичнее, если бы у нас шелк был колерован в цвет краски. Но тогда вам это было бы плохо видно. Смотрите смысл и делайте выводы. Нравится вам это или нет.
наносим так от угла до угла стены. Новогодний способ нанесения шелка. При таком нанесении расход шелка будет меньше, чем по статистике. По статистике 150-200 грамм расход шелка на квадратный метр. А здесь будет 50-100 грамм на квадратный метр. Так как покрытие не сплошное, а выборочное. Так, что еще я могу сказать, куда подходит данный образец? Он подходит хоть куда, хоть для зала, хоть для спальни, хоть для ванной комнаты. Если вы покроете его лаком двухкомпонентным, то в ванную комнату он тоже подойдет. Нанесли, наблюдаем картину, что-то не так, что-то не нравится. Решили заколеровать в подобный цвет тот же самый шелк и нанести в промежутки. Положили на кельму на круглую и наносим в пустоты, грубо говоря. Не перекрывая полностью никелированный цвет. Можно это делать прямо по-сырому, добавлять. Я бы, может, так и оставила, но у нас сегодня оператор Роман, и он вот с таким вот лицом. Он говорит, некрасиво. Поэтому добавляем. Ну ладно, некрасиво, некрасиво. Добавляем. Может, что-то да и получится, а может, кому-то и пригодится. Не все одно и то же наносить. Такой вот результат. Кому нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и заказывайте у нас декоративные штукатурки. Мы поможем вам с выбором, рассчитаем, заколируем, выбрать цвет поможем. Мы работаем чуть ли не круглосуточно. Всем пока и ставьте лайк, не забывайте.